Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам непростую историю песика, который в один миг стал никому не нужен и оказался на мусорке. Но чудеса случаются. Арчи! В небольшом городе, в старой обветшалой гостинке, жили старушка и ее собака. Жили тихо и размеренно, ни на что не жалуясь. У бабушки был верный и надежный друг, у собаки любимый хозяин и крыша над головой. Они были друг у друга, и этого им сполна хватало для счастья. Но, к сожалению, жизнь не стоит на месте, как бы нам этого не хотелось. Однажды случилась беда. Старушка умерла, а ее пес остался один-одинешенек. Наследничкам собака оказалась не нужна, ее выкинули из квартиры, как ненужную вещь. Пес был напуган и сбит с толку. Он не понимал, куда делась хозяйка и когда она вернется. Верный друг, он оставался жить в знакомом подъезде, ожидая возвращения своей хозяйки. Но один день сменялся другим, а она все не появлялась. Между тем, раздражение жителей дома росло, многим не нравилось присутствие собаки в подъезде. Не прошло много времени, как пса вышвырнули на улицу. Преданный всеми, никому не нужный, он совершенно не знал, как выживать на улице. Так он обосновался на ближайшей мусорке, где находил себе пропитание и прятался от злых людей и крупных собак. Подобных историй немало, и заканчиваются они по обыкновению трагично. Но песику из этой истории повезло. Однажды, выкидывая мусор, хозяин приюта для животных заметил за одним из баков дрожащий, грязный комочек. Песик был сильно напуган, но голод взял свое, и малыш вышел на предложенное ему угощение и был пойман. Так песик оказался в приюте и получил еще один шанс на счастливую жизнь. В приюте маленького песика назвали Дрон. После периода обитания на мусорке шерсть Дрона была настолько грязной и плохо пахнущей, что ее невозможно было отмыть никакими средствами. Поэтому песика отвели к грумеру, где с него состригли загрязненную шерсть и искупали. Из грязного комочка песик превратился в красавчика с белоснежной шерсткой. Когда песик оказался в заботливых руках работников приюта, его испуг быстро прошел, и оказалось, что Дрон очень игривый, ласковый песик. Так началась его новая жизнь в приюте. С другими собаками Дрон так и не сдружился, потому что боялся их, предпочитая держаться особняком. Возможно, потому, что за время обитания на мусорке его успели обидеть более сильные собратья. А вот с людьми Дрон готов был общаться постоянно. Он был очень ласковым и игривым песиком, и все работники приюта его просто обожали. Но также он любил и просто находиться рядом с человеком. Мог лежать рядом, наслаждаясь спокойствием. Возможно, в такие тихие моменты он вспоминал свою прошлую, счастливую жизнь с любимой хозяйкой, и в его умных глазах проскальзывала грусть. Объявления о поиске семьи для красавчика Дрона были размещены по всему интернету. Но время шло, а хозяин так и не появлялся. И вот однажды Дрону выпал счастливый билет. Его пригласили участвовать в Уфесте. Это крупная выставка животных. Подготовка была долгой и волнительной, и Дрон надеялся, что встретит там людей, которые полюбят его всем сердцем. Работники приюта очень хотели, чтобы такой умный и ласковый песик обрел дом.
Чудеса случаются. На выставке многим нравился жизнерадостный маленький песик, и нашлись люди, которые влюбились в этого умного малыша. Они приметили дрона еще до выставки на сайте феста, а когда познакомились с ним вживую, то их сердца были завоеваны окончательно. Дрон очень обрадовался и всю дорогу домой прижимался к новым хозяевам. Он просто не мог поверить в свое счастье. В новой семье песика назвали Арчи. И, по-моему, эта кличка ему очень идет. Арчи! Вот так началась вторая и, несомненно, счастливая жизнь песика. В новой семье Арчи просто обожают, и он постоянно присылает в приют добрые весточки. Друзья, подписывайтесь на наш канал «Лохматое счастье», и мы покажем и расскажем вам еще много трогательных, удивительных и правдивых историй. И помните, счастье есть